Всем привет! Вы на канале Дело мастера Боится. В этом видео я покажу, как сделать очередную поделку из природных материалов. В прошлом видео я делал шкатулку из дерева, из пенька, а сейчас сделаем красивый подсвечник. Итак, начнем. Для изготовления декоративного подсвечника нам понадобится два сучка. Один потолще, один поменьше. Один в диаметре 5 см, второй 10 см. Я беру дерево абрикосы, оно наиболее плотная и красивая кора. Также необходимо, чтобы оно было сухое и при высыхании не полопалось. Теперь нарезаем пятачки толщиной где-то 2 см. Вот вполне подходящий пенек. Теперь в этих деревянных пятаках необходимо с помощью перьевого сверла или коронки по дереву сделать углубление для вот такой небольшой свечечки. И это делается просто. В качестве подложки при сверлении можно использовать обычные листы гипсокартона, которые мягкие и не дают большого сопротивления при проходе перьевого сверла. Я одеваю перчатку, чтобы не повредить руку. Убираем строго центр и начинаем сверлить. Сверло не перегреваем и делаем перерывы примерно через 30 секунд. Отверстие готово. Теперь необходимо примерить свечу, чтобы она заходила полностью по краю среза и была одним целым с ней. У меня все получается строго, значит этот пятак уже готов. После этого необходимо сверлить два следующих пятака. И меряем подсвечник. Почти готов. Вот 3 подсвечника готовы. Теперь берем бревно, которое заранее выпилили, готовим подставку к нему для устойчивости. И будем в бревне делать зарезы, для того, чтобы сюда закрепить подсвечники. Делаем разметку. И начинаем запиливать. И в этот запил вставляем подсвечник. Вот так примерно будет выглядеть будущий подсвечник. Включаем место следующего запила. И начинаем пилить. Замеряем место верхнего запила. На следующем этапе с помощью наждачной бумаги или насадки на углошлифовальную машину нужно отшлифовать все срезы на бревнышках, чтобы они были красивые и не темные. И обновляем срез вручную. Теперь необходимо подготовить подставку, которую необходимо отшлифовать с одной и с другой стороны. Подставка у меня диаметром 15 см, и это вполне хватит. Вот такая получилась идеально ровная поверхность подставки. После этого необходимо засверлить отверстие в подставке и закрепить ножку подсвечников на подставке. Находим центр и обводим его карандашом. Находим точку крепления и просверливаем маленькое отверстие с помощью миллиметрового сверла по дереву. и прикручиваем шурупом по дереву длиной 4 см. Сначала проходим подставку, прижимаем
строго по центру и затягиваем дальше. Теперь необходимо взять свердло по дереву длиной 4 см и прикрепить к ножке подсвечника сами подсвечники в эти вырезы. Желательно не перепутать их местами, потому что они имеют немножечко разную ширину. И если мы их перепутаем, они будут шататься в своих пазах. Начинаем с нижнего подсвечника. Заводим его в свой паз, берем сверло и просверливаем со стороны свечи всю толщину. И закручиваем туда шуруп. Все стоит крепко. И помещаем сюда свечу. И просверливаем третий подсвечник. Вот такой получился симпатичный подсвечник. Теперь осталось его облагородить и пролакировать яхтным лаком. Перед лакированием необходимо достать свечи для того, чтобы хорошо пролакировались их посадочные места. Берем лак и начинаем сверху вниз лакировать. Вот такой получился симпатичный подсвечник своими руками, из обычного пня. Осталось только дождаться полного высыхания лака, установить на место свечи и поставить этот подсвечник на почетное место в комнате. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как сделать из природных материалов подсвечник из старого пня. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!